Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Тема нашего видео опять об уголовном процессе по делу об убийстве Ирины Фарион. Нельзя сказать, что не произошло ничего особенного за время с момента последнего судебного заседания по этому делу. Кое-что есть, но об этом я расскажу попозже и в другом видео. А сейчас, друзья, о том, что произошло на последнем судебном заседании, то есть 13 февраля 2025 года. Дело касается не самой сути процесса, не сути обвинения или там доказательств вины или невиновности обвиняемого Вячеслава Зинченко, 18-летнего футболиста и студента, на которого хотят повесить резонансное убийство, а дело касается жизни и здоровья самого обвиняемого. 13 февраля в судебном заседании Вячеслав Зинченко заявил два ходатайства. Первое – о разрешении телефонных разговоров с отцом, и второе – о переводе в одиночную камеру в СИЗО. Первое ходатайство суд удовлетворил, а по поводу второго стал выяснять, какова причина такой необычной просьбы. Как оказалось, подать такое ходатайство о переводе Вячеслава в одиночную камеру рекомендовал Вячеславу начальник СИЗО. Сооружение, в котором размещается Львовское учреждение исполнения наказаний номер 19, построено в 1614 году как монастырь Святой Бригиды. В 1786 году монастырь переоборудовали под тюрьму, которая получила название «Тюрьма Бригитки». Сейчас Львовским СИЗО руководит Кутовой Вадим Анатольевич. Так вот, именно Кутовой и рекомендовал Вячеславу Зинченко подать ходатайство о переводе в одиночную камеру. Какова причина этого? Суду это стало также интересно. И вот, наконец, момент истины. Оказывается, в камерах Львовского СИЗО, которым руководит Кутовой, курят. Неужели Кутовой не знал об этом? Но даже если и не знал, то обязан был знать. А если знал, то тогда почему не предпринимал никаких мер? Например, хотя бы расселение курящих или некурящих по разным камерам. Но нет. Наверное, начальник Львовского СИЗО Кутовой Вадим Анатольевич просто плевать хотел на законы Украины и, в частности, на статью 13 Закона Украины о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения, номер 2899-4 от 22 сентября 2005 года, которая недвусмысленно запрещает курение в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления, а также в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Во времена польских властей тюрьма использовалась для содержания политических заключенных. И вот это поданное Вячеславом ходатайство имело последствия. Конечно, Вячеславу лучше было бы о реальной причине умолчать и сказать, что там, во Львовском СИЗО, ему созданы условия, которые представляют опасность для его жизни и здоровья. Но Вячеслав, 18-летний, честный украинский парень, сказал прямо: причина в том, что в камере, в которой он сидит, курят. Можете себе представить, спортсмен, 18 лет, студент,
помещен в тесную комнатушку, стены которой поражены плесенью, вместе с подозреваемыми, которые курят. Адвокат Сулейман на процессе пояснил, что он был во Львовском СИЗО и заметил, что вытяжки в комнате нет. Фактически адвокат расценивает создание таких условий Вячеславу Зинченко как преднамеренное и квалифицирует это как пытки. Пытки табачным дымом. Но суд, посовещавшись в совещательной комнате, решил, что Вячеславу ничего не угрожает, что он может себе спокойно портить свое здоровье, находясь в этой камере с курящими, которые курят одну за другой в комнате без вытяжки, днем и ночью. И плевать Львовский суд хотел вместе с начальником Львовского СИЗО на статью 13 Закона Украины о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения номер 2899-4 от 22 сентября 2005 года. Каковы последствия заявленного Зинченко ходатайства? Сразу после заседания прокурор, представляющий сторону обвинения, помчался во Львовское СИЗО с проверкой, а действительно ли там курят. Захотел узнать прокурор: ой, вей, таки да, курят. И какой результат? Начальник Львовского СИЗО Кутовой понял, что 13 февраля 2025 года велась прямая трансляция судебного заседания и что таким образом факт нарушения санитарных норм и закона Украины в следственном изоляторе вверенного ему учреждения стал известен на всю Украину. И он, Кутовой, просто обязан был принять меры. И Кутовой меры принял. Какие? Ну, во-первых, он был обязан обеспечить запрет курения в камерах. И, во-вторых, установить строгое соблюдение режима. Что касается запрета курения в камерах, то неизвестно, обеспечено ли оно на данный момент или нет. Но что касается режима свиданий, телефонных разговоров и передачи посылок, то точно известно, что такой режим Кутовой ужесточил. Неизвестно, всем или нет, но что касается конкретно Вячеслава, то да. Вячеславу ограничили частоту и продолжительность свиданий с матерью, а также ограничили количество и состав передач. Вот то, что произошло в результате инспекции представителя стороны обвинения в СИЗО. То есть условия содержания Вячеслава Зинченко после 13 февраля 2025 года значительно ухудшились. Прекратилось ли курение в камерах, неизвестно. Но даже если оно и прекратилось, а в этих комнатах сидят бывшие или будущие уголовники, которые курят, и которые хотят курить, и которые недовольны запретом курения в комнатах. Эти уголовники понимают, что раньше курить в камерах было можно, а с какого-то момента курение было запрещено. Кто виновник этого запрета? Все стрелки переводятся на Зинченко. В том числе на Зинченко, как на виновника запрета, указывает и начальник СИЗО. Что сделают уголовники в таком случае? Не будем об этом говорить, но последствия могут быть весьма непредсказуемыми. Чем это закончится? Предположить трудно. То ли Вячеславу сделают темную, то ли его изобьют до полусмерти, и он не сможет восстановить свое здоровье, то ли еще что-то придумают. В любом случае, противостояние с начальником СИЗО может закончиться для Вячеслава весьма плохо.
Что в этом случае может предпринять сторона защиты или сам Вячеслав? Единственное, что можно сделать в этом случае, это подать заявление о переводе его в другое СИЗО, где он содержался до этого, и жалоб на условия содержания от Вячеслава не поступало. Но будет ли удовлетворено такое заявление Вячеслава, которое следует подавать не в суд, а руководителю пенитенциарной службы Украины? Не знаю. Если заявление не удовлетворят, а рассматривать его будут месяц, то такой поступок Вячеслава может начать исследоваться и расследоваться уголовным сообществом. Как оно оценит такой поступок? Оценит его как косяк или нет? Я не берусь судить, но с моей точки зрения, как юриста или на тюремном сленге законника, никакого косяка в таком поступке Вячеслава нет. Поэтому делать ему темную или применять к нему еще какие-либо элементы насилия оснований по уголовным понятиям нет. Но если смотрящий в СИЗО и начальник находятся в области беспредела, то результаты действительно могут быть непредсказуемыми. Что бы я посоветовал Вячеславу? Посоветовал бы не сдаваться и написать заявление начальнику пенитенциарной службы Украины с просьбой о возврате его в прежнюю колонию. Эта просьба логична, учитывая реакцию начальника Львовского СИЗО Кутового на инцидент. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Комментируйте, лайкайте, распространяйте это видео, донатьте. До новых встреч!